Всем привет, ребят! В этом видео расскажу полевая модернизация, танк ВЗ-55, расскажу комплектация своя, коротко и быстренько. Так, давайте сначала по оборудованию, что у меня стоит. Лучшая вентиляция, улучшенный механизм поворота класса 1 и стабилизатор. Буквально, я не знаю, вот позавчера я поменял на этот самый стабилизатор, поставил. У меня здесь стояла этот самый турбинка. Я мотался с турбинкой, пробовал разные комплектации и остановился вот на этой. Кстати, это, я, наверное, считаю, одна из самых лучших комплектаций, потому что с турбинкой точности не хватает. Но правда, несколько боев скорости вначале не хватало мне, конечно. Чувствовалось, что подвижность уменьшилась. Но это такое, точность важнее. Итак, я также видел, что вот тут вместо вентиля некоторые ставят, давайте откроем, вместо вентиля некоторые ставят улучшенный прицел. Но я все-таки считаю, что вентиль лучше. Чем он лучше, давайте посмотрим. Вот я его сейчас убираю, демонтирую и ставлю вместо него улучшенный прицел. Вот, смотрите, разброс 0.33, да, разброс уменьшается. Но зато время сведения, все показатели, ну вот, смотрите, 0.33, ставлю вентиль, 0.34. Зато время сведения 2.13, скорость горизонтальной наводки, перезарядка, урон улучшается. Улучшается скорость поворота шасси, ну, то есть показатели много показателей, которые улучшаются. И вот этот, смотрите, только разброс. Все. Только разброс увеличится не сильно. То есть вентиль намного лучше. Плюс 6% именно вот этот слотик вы можете в живучесть поставить. Он как раз подходит хорошо. Все. Оставляю вентиль здесь. Здесь, соответственно, на боевой модернизации я выбрал мобильность и влепил сюда улучшенный механизм поворота класса 1. То есть это добавило по 2,5% еще к этому умению, как вы видите. Давайте перейдем к полевой модернизации. Я сейчас расскажу, что здесь у меня стоит. В первом слоте я выбрал 5% скорости поворота ходовой и 10 прочности ходовой. Сохраненная скорость все-таки посчитал, что первые показатели вот эти важнее, потому что мобильность часто идет ближний бой, поэтому скорость ходовой — это ваши гусеницы меньше сбивают, ваши гуслят вас. Вот, рекомендую вот этот первый поставить. На второй, буквально это вот боя 2 назад, я вообще поставил, тут мне ничего не стояло, ничего абсолютно. И, наверное, скорее всего, что я его сейчас сниму, я просто как для пробы поставил, посмотреть, покататься. Смотрите, плюс 5 скорости сведения к размеру, к разбросу круга, плюс 3%. Понимаете, на длинной дистанции, если на дальняк стреляет, то, конечно, к разбросу круга сведения желательно. Но к скорости сведения важно, потому что барабан как бы между снарядами выстроен. Если вы уже все-таки решили, то ставьте все-таки к скорости сведения. Я вот на нем покатался. Ну, то я как-то сомневаюсь, я, наверное, скорее всего, сейчас ее уберу. Вообще уберу. Вот у меня ничего тут не будет стоять, пусть оно так и будет, как было. Оно ни туда, ни сюда. Там уменьшает, там увеличивает в зависимости от ситуации на карте. Ну, то так выпадает. Лучше убрать. Я убираю, и если вам сильно хочется, вот этот берите. Так, следующее. Звукоизоляция. Тут, ну, смотрите, да, для тяжей, конечно же, лучше бы есть, наверное, от времени оглушения 15 от времени дополнительного оглушения. Ну, что значит дополнительное оглушение? Это если вас оглушили, и вторая арта еще докидывает. То есть, ну, как на практике показывают, ну,
Я выбрал все-таки к обзору, потому что сейчас и арты, много арты играет на обычных вот этих, что не оглушают. Это раз. Второе, если оглуши, там бой идет, я обычно чинюсь быстренько аптечкой своей. Выбрала к обзору. Можете поставить вот этот, не знаю, я выбрала к обзору, это мой выбор, мне кажется. Обзор все-таки, хотя вот ближний бой, да, зачем он обзор нужен? Оглушение, вот я видел обзоры, что ставят второй, вот этот ставят. Ну, я выбрал к обзору. Я уже объяснил это. Фишку следующее. Так, идем, смотрите. 7. Скорости горизонтального наведения и скорости сведения. Тут понятно, все, точность тут нужна, потому что ему изначально, когда только ты берешь голенький, точности не хватает, поэтому я его заточил полностью на точность. Максималку. Минус 4 максималки. Я же, то есть тут советую вот этот выбрать. Следующее идем. Тут даже к запасу прочности, тут даже размышлять нечего. Берите уменьшение, то есть все на стабилизацию. От разброса при движении ходовой минус 4 и от разброса при повороте ходовой минус 4. Опять-таки все на точность. Я абсолютно выстроил всю технику на точность. Здесь я выбрал, как я уже вам говорил, категорию 2, это мобильность. Если вы все это прокачиваете, что у вас появляется? У вас появляется плюс 3 запасу прочности и 2 к мощности двигателя. Все, ребят, вот такая моя комплектация. Если, надеюсь, вам поможет это видео и подскажет, если вы не знаете, что вам выставлять и какие модули проставлять. Все, всем спасибо, ребят, увидимся. Удачи.